Я вернулся в Беларусь, и через неделю меня задержали. Ребята спали на полу, когда кто-то ходил в туалет по-большому, все отворачивались к стенке. Это тяжелое решение, очень сильно. Я до конца его не осознавал. Я не могу приехать к матери на день рождения. Там, если, не дай бог, бабушка уйдет из жизни, я не могу приехать на похороны. Мне так хочется увидеться. Так хочется. Во-первых, я внутри украинец, я очень переживаю за это все. И белорусы, в отличие от русских, категорически не поддерживают Россию. Даниил – белорусский блогер. Сегодня Даниилу 26 лет. 2 года назад он участвовал в акциях протеста и был свидетелем насилия над мирными протестующими. Происходящее в стране сильно возмущало Даниила. Он решил бороться с жестокостью и несправедливостью властей доступным ему способом. Он стал размещать ироничные и критичные материалы о действиях режима Лукашенко в своих блогах. Почти 1,5 года ему удавалось оставаться незамеченным, но однажды, осенью 2021 года, его вызвали на беседу в Комитет государственной безопасности, где предложили удалить все посты со своих страниц в интернете. Видя все своими глазами от начала до конца, нет. Нет, я не считаю, что я не прав. Я не считаю, что это та сила, перед которой нужно прогибаться. Я ничего не удалю. Я уехал в Украину с туром, у меня была возможность остаться в Украине, но пришло домой письмо, что отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Я вернулся в Беларусь, и через неделю меня задержали. Все, после меня на Крестина отправили. Одно из самых жутких вещей, кроме смертей и огромных уголовных сроков, это существование того Крестина, которое вот сегодня есть в Беларуси, в том виде, в котором оно есть, и в том, как оно функционирует по сегодняшний день. Мы пришли в заброшенное здание. Вот это помещение приблизительно напоминает то, где я спал на Крестина. Тоже был вот такой бетонный пол. Условия, как вы видите, вот они плюс-минус один в один, просто что это помещение гораздо больше, в раза 4, наверное. Нечеловеческие условия. Была одна деревянная шконка. Посередине была дырка, не унитаз, просто дырка, ничем не огражденная, но была ступенька наверх, на нее. Ребята спали на полу, когда кто-то ходил в туалет по-большому, если такое случалось, все отворачивались к стенке. Вот в таких условиях люди спят на полу, и спать на полу днем нельзя, ты можешь только сидеть, и сидеть тоже там подсыпать нельзя, то есть если видят, что подсыпаешь, открывают камеру, всех выводят к стене, расставляют, могут там по ногам ударить. И в камере горит свет, очень противный, такая лампочка, неприятная, свет. Я не знаю, что это за форма света, какой вид, но он раздражает очень сильно глаза, его вообще не выключают. Слышны крики с других камер. Людям плохо часто становится, у кого-то там клаустрофобия, там еще что-то. Мне повезло, я там был 5 суток, но я видел тех, кто там 40, там 15, 20, 30. То, что с людьми происходит в эти дни, это кошмар. И на любую информацию, на любой твой вопрос тебя матом посылают в одно место и не дают какого-то конкретного ответа. Ты просто существуешь и ждешь какого-то судного дня, когда что-то случится, когда назовут твою фамилию, вызовут тебя за дверь, и ты дальше не знаешь свою судьбу. В итоге за критику властей Даниил был осужден на 2 года исправительных работ. Но он был освобожден в зале суда, так как особенность белорусского законодательства предполагает паузу в несколько дней между вынесением приговора и его вступлением в силу. Этой лазейкой Даниил воспользовался, чтобы бежать в соседнюю Литву, где он попросил политического убежища. Это тяжелое решение, очень сильно. Я до конца его не осознавал в моменте. Прожив уже полгода в Литве сейчас, это все с нуля. То есть, пребывая в нелегальном еще статусе, то есть, находясь пока что в Литве, в статусе ожидания политического убежища международной защиты.
Не могу открыть юрлицо и заняться каким-то предпринимательством чистым. То есть мне надо выживать, то есть, надо крутиться, вертеться, то есть надо постоянно быть в процессе. Я не могу расслабиться сильно, я не могу вести личную жизнь, пока что ходить на свидания. Мне нужно вернуться на тот уровень жизни, где я был 2 года назад, и идти дальше. В родном Минске Даниилу пришлось оставить не только свое финансовое благополучие. Улицы любимого города, двор, в котором гулял еще в детстве, друзья и деловые партнеры. Вынужденная эмиграция прервала множество человеческих связей. И самое важное из них для Даниила – это связь с семьей. Жив, здоров, и хочется встретиться. Если бы я еще вот сейчас вот до каких-то тут вот периодов времени своего существования встретила, обняла его, и я бы сказала, а теперь я легла, ручки сложила и сказала: прощай, внучек, мне так хочется увидеться, так хочется. Я не знаю, я бы его, наверное, в своих объятиях раздушила бы, как блин. Так хочется. Я не могу увидеть бабушку, я не могу приехать к матери на день рождения. Если, не дай бог, бабушка уйдет из жизни, я не могу приехать на похороны. То есть, при этом всем у меня место силы — это была семья. Я приезжал, я ездил на дачу, мы полили костер, шашлыки, на домашнюю настойку, разговаривали, пели песни с бабушкой. Я заряжался. Сегодня я поступил в университет, мне 26 лет, в ЕГУ. В ЕГУ есть медиакоммуникация, это мой профиль. Параллельно работаю в нашей Ниве. Наша Нива — белорусская медиа, издание на белорусском языке. Оно работает, специализируется. Я делаю ролики, создаю, которые учат белорусскому языку, исторические ролики, развлекательные. Ровно 85 годов тому у подвалах Менской турмы НКВД. Хочу работать в медиасфере international, то есть и показывать, и рассказывать хорошие вещи, учить людей добру, добру, состраданию, созерцанию, созиданию, взаимопониманию. И тому, что мир пережил диктатуру. Она как бородавка на теле, ее нужно убивать, где бы она ни была. После опыта белорусского и того, что сегодня делает Россия, во-первых, я внутри есть украинец, у меня дедушка чистокровный украинец. Мама наполовину украинка. Я все детство провел в Украине. Последние 3 года я возил автобусные туры регулярно в Украину. Это Одесса, Львов. Для меня Украина — это была всегда вторая родина. И остается ей по сей день. У меня фамилия украинская, Косенко. И, конечно, меня болит очень, у меня там родственники. Я очень переживаю за это все. Я каждый день слежу, мониторю, поддерживаю как могу. Стараюсь быть, насколько это возможно, не безучастным. Ужасно, что русский народ не осознает того, где и в чем он сегодня живет и находится до конца. То же самое касается и моей страны. Но у нас еще не все так плохо. Белорусы сопротивляются. У нас есть партизанское движение, есть рельсовые партизаны. Не так, конечно, много, как хотелось бы, но оно есть. Оно есть, и белорусы, в отличие от русских, в большем своем количестве категорически не поддерживают Россию. Только власть белорусская и пропаганда создают картинку для телевизора, что якобы в Украине находятся фашисты, нацизм, это борьба с националистами. Но мне болит, честно, болит, это отвратительно. Этого быть не должно. Не должно быть так. В 21 веке мы способны договариваться и находить компромиссы. Не идти воевать.